Как окажешься в ядре, скажешь? Да я в нем, и вот тут именно много мыслей, что тут. Давай сейчас смотри. Перед тобой может появиться сама душа Земли? Раз, два, три. Выглядит как... Опиши, пожалуйста. Я вот вижу, как будто девушка, и у нее она парит, и она полупрозрачная, и она как, ну, как призрак, то есть полупрозрачный такой, и у нее такое платье есть, она тоже белая, вот, и... Прикоснись, пожалуйста, к ней, Илья. Что ты почувствуешь? Вообще любовь, прям очень хорошо. На Земле такой нет любви? В смысле, ну это она, Нет, я имею в виду, на самой Земле, где присутствует в обществе людей, такой любви нет? она в потенциале всегда. Но пока что система такая, что люди еще не принимают это все. Они думают, что они недостойны любви, поэтому они блокируют эту любовь. Ну, в последнее время же много кто начинает просыпаться и понимать, Да, что да, это все есть лучше. такая любовь. Но это все лучше и лучше, но пока что еще есть к чему стремиться. Как можно к ней обращаться? Гая. Гайя. Ой, вообще она такая красивая. Сколько существует измерений на нашей планете? Фух, я сначала увидел 700, а потом засомневался и увидел 7. 7 измерений, да? Ну, может быть и 700, потому что первое, что я увидел, 700. Ну, А сейчас 700. смотри, тебе четко придет мыслеформа. Раз, два, три. 34. 34? Да. Ох как. Но она говорит, что э, на Земле не меньше измерений, чем где-либо. Вот. То есть везде одинаковое. Везде одинаковое, да? Да. И ну вот. То есть получается везде, на любой планете, в любой системе 34 измерения. Ну вот эм, есть определенные рамки, которые устанавливаются коллективным сознанием, которые, а, которые, ну, эти рамки, они определяют то, что считается границей Вселенной. И у нас сейчас коллективное сознание считает, что максимум 34, но их на самом деле очень много. Очень. Все, я понял, услышал. А вопрос следующего характера. А кто создал Землю и планеты вокруг? Солнце. Получается, я правильно понимаю, кто на Солнце живет, тот создал нашу систему? Ну нет, именно Солнце. Солнце сделало все планеты? Да. Это Отец наш.
Это наш Отец. А сколько цивилизаций было на нашей планете, имевшие форму, как мы, в человеческом обличии? Что-то не приходит. А что она тебе говорит? То есть вот форма наша человеческая, как мы вот сейчас человечество, а сколько таких видов было цивилизаций на нашей планете? Оно как-то зашифровано. Не дают ответа? Недостаточно намерения. Недостаточно намерения у тебя? У нас с тобой сейчас. Получается, спроси, у нас нету доступа на это? Любой может получить доступ к чему угодно, главное иметь достаточное намерение. Вот. Ну а если я спрошу у нее, что 9 цивилизаций такого вида, как мы, человек разумный? А я говорил Это цифра? 9? Нет, я сейчас спрашивал у нее 9 цивилизаций. Ну, Это у меня цифра? такая была, тоже такая была цифра, но их там помимо девятки тоже еще много всяких плыло. Но 9, 9 точно. То есть было. смотри, Илья, ты эту цифру видел, но ты ее не озвучил, да? Да, Где- ну потому что там их много было разных, и я подумал, что оно зашифровано, и оно передо мной всякое мелькает. Вот. Илья, не анализируй, я понял тебя. А сколько вообще, спроси, пожалуйста, у Гаи, сколько вообще цивилизаций было разного рода на планете Земля за все время ее существования? Которые посещали. Которые жили, так же вот как мы сейчас живем, они здесь жили, только в других формах они были. Все полностью. Вот сколько их было? Даже если они один день жили. А что, была такая цивилизация, что она один день жила? Ну, прилетали, бывало, на день. То есть смотри, когда тут вообще никто не жил, просто прилетели на день и улетели? Нет, и сейчас прилетают. Я понял тебя, я услышал, я имею в виду, а которые на постоянство жили, вот как мы сейчас живем, цивилизация человечества, да, у нас? И сколько было таких цивилизаций? Сколько? Сотни. Сотни. Да, сотни. По моим ощущениям, не больше 500, но не меньше 120. Где-то между этим. Сейчас я попробую уточнить. Уточни, пожалуйста, Ваня. Она говорит, что в различных временных линиях разные цивилизации, так как сейчас у нас постоянная смена временных линий, то это число также не постоянно, но в абсолютном большинстве оно в таком диапазоне. Я думаю, где-то их 340, короче говоря. Понял тебя. Да. Спроси, пожалуйста, у нее, а что сейчас происходит в данный момент на нашей планете? Мы находимся вот именно на переходе вот в этом во временном промежутке? Переход уже начался, и большие изменения грядут. Мы, получается, были в третьем измерении, переходим в четвертое, пятое?
Да, переходим в пятое, некоторые уже перешли, кто-то еще застрял на третьем. Коллективное еще переходит. Вот. Вы можете рядом жить с людьми, вы можете быть в пятом, они могут быть в третьем одновременно. То есть, Илья, спроси, пожалуйста, у Гаи, рост вибрации энергии в очень сильном прогрессе – это переход? Безусловно. Благодарю за ответ. Она тебя обнимает. У меня мурашки пошли. То, что вот сейчас люди начинают активно вспоминать, кто они есть изначально, это замысел Творца или это у каждого программа жизненная? Все есть замысел Творца. Все, каждый человек это Творец. И все мы Творец. Вот. Поэтому, если выбирать из двух, то правильнее будет сказать, что это замысел Творца. А в чем заключается жизнь души в теле человека? Чтобы познать себя. А может она, Илья, показать тебе путь, как наша душа попадает в тело человека? Именно через земные порталы. Есть такой момент, как многие говорят, что души приходят через пирамиды в Египте. Что она может по этому поводу сказать? Она говорит, есть разные способы попадания на Землю, и египетские пирамиды один из них. Порталы – это, конечно, основной способ, и часто так оно и делается. Душа проходит через портал, там понижает свои вибрации до уровня человека и попадает в тело ребенка, когда он еще в утробе. А души, получается, все живут по программам? У каждого есть свои цели, зачем он пришел сюда. А эти программы пишут сами души перед воплощением или им кто-то помогает? В зависимости от полярности. То есть, если положительные, то чаще сами, если негативные, навязывают. Иногда бывают положительные, выбирают себе отрицательную жизнь, чтобы познать, каково это быть с отрицательной полярностью. То есть я правильно понимаю, у каждой души здесь на Земле его прохождение земное, это все есть опыт? Все, что происходит, это опыт. Любое событие, любое маленькое и, казалось бы, незаметное явление – это опыт. В каждом моменте жизни и, как вы называете, смерти, и всегда есть чему научиться. А вот при возвращении домой, как вспомнить
именно то заветное слово, чтобы оказаться среди родственных душ. Я имею в виду на переходе, когда. То есть, когда жизнь подходит к финальному завершению. Когда вы возвращаетесь, откуда вы пришли, чаще всего это знание просто приходит к вам, и вы знаете, что делать и куда идти. Это знание вас направляет, чтобы вы не заблудились. Однако, конечно, известны случаи, когда это знание переломляют, искажают, перехватывают, и душа может не получить это как бы сообщение. Соотношение темного и светлого на планете в процентах. 3 к 1. То есть 3 темного, 1 Нет. светлого? Наоборот. Наоборот, 3 светлого, 1 темный. Да. Так это хороший процент получается. Да. Но полярность положительная, но еще не слишком радикальная. То есть, сейчас тебе объясню. То есть, например, человек, допустим, он на 0%, он может пойти в минус процент, он может пойти в плюс процент. Тех, кто в плюс процентов, больше, но там может быть плюс такой, типа на 1% положительный. То есть как бы вроде бы кажется, что положительных больше, на самом деле это лишь означает, что именно в плюсовых. То есть если человек на минус 1% отрицательный, это вообще особо ни о чем не говорит, он может, то есть это же погрешность. Вот. Но так-то 3 к 1 мне пришло от нее. А как человечество может помочь себе и нашей любимой планете? Что для этого нужно делать? Не нужно бояться быть собой. Люди уже давно бы быстрее бы перешли на новые уровни, на уровне, если бы они друг другу показывали, какие они есть на самом деле. А мы скрываем все под масками. И поэтому мы друг друга этим самым не позволяем увидеть, какие мы светлые и хорошие, в общем-то. Вот. Поэтому нужно просто быть самим собой. А сколько цивилизаций в данный момент присутствует на нашей планете? От 80 до 120. Они, получается, их... Ну, это не цивилизации, а именно... То есть, это опять же таки может быть просто один какой-нибудь из какой-нибудь цивилизации. То есть, это не обязательно, что много. Это какой-нибудь один из какой-нибудь цивилизации может быть. То есть, допустим, может быть 50 разных цивилизаций, но там по одному существует. Я правильно понимаю, они все в физических телах? Нет. Нет. Они, получается, в своих телах, да? Да. И мы их не видим. Они могут понизить вибрации, но это опасно. Ну, то есть понизить вибрации в том плане, чтобы перейти в физическое тело. Но они нам помогают, я правильно понимаю? Ну, зависит от цивилизации, есть, конечно. Или тут у них, получается, присутствуют и темные, и светлые цивилизации? Да, и темный, светлый, конечно. То есть, получается, борьба еще идет, да? Да. Очень интенсивно. Да, но он говорит, каждый день люди погибают, ну, в смысле, не земляне, а те, которые хотят нам, чтобы мы перешли на новый уровень. Они каждый день погибают, чтобы мы возвысились. Они свои жизни тратят, чтобы нам помочь. Вот, так что они прям очень стараются.
Но у нас большой шанс, чтобы нам выйти в более светлое будущее и больше Это, любить. это произойдет, что за слово? Ну, в общем, это 100 пудов будет. И не нужно думать о том, когда это будет. Просто живите, это будет, не волнуйтесь. Блин, такая новость хорошая, я прям обрадовался. Я прям ее обнимаю так. Хорошо. Илья, спроси, пожалуйста, Соня, можно еще как-нибудь к ней прийти и пообщаться? Да. Давай тогда мы сейчас с ней будем прощаться. Сейчас я пытаюсь интерпретировать, что она хочет сказать. Ага. Она пытается сделать способ, как они... Ну, можно также, я думаю, можно также перейти в ядро и подумать о Гае, попросить у Гая, появись, приди, и она появится. Вот. Угу, я понял, Илья. Но про то, что вернуться в ядро, это я сам, это не она сказала. Ага, я понял тебя. Че, обнимашки будешь устраивать? Конечно. Ну все. Все, все, обнимаем, любим ее. И до новой встречи. И Илья сейчас на счет 3. Ты появляешься в комнате диагностики. 1, 2, 3. Ты в комнате. Да, я прям весь свечусь. Илья, посмотри, сколько у тебя энергии. Зашкаливает. То есть тебе не надо подкачивать, ничего, у тебя вибрация энергии нормальная. Все хорошо? Да, у меня... Я свечусь вообще весь. У меня я прямо, я вижу, отражается от мебели и вот это все, что у меня свет. Ну все, что тогда? Давай отключаться будем? Готов? Да.